Буквально 12 лет назад этот район, расположенный в 25 километрах от Кремля, перестал быть Подмосковьем и стал частью Москвы. Вместе с изменением статуса здесь возросло количество многоэтажных жилых комплексов с ухоженными дворами. Сегодня в округе можно найти множество социальных объектов, детских площадок, кафе, магазинов и прочую необходимую инфраструктуру. Станции метро расположены неподалеку. Внешне все выглядит привлекательно, но есть одна особенность, которая отличает коммунарку от остальной Москвы – пристальные взгляды прохожих. Здесь люди смотрят друг на друга с подозрением и осторожностью. Почему? Потому что жить здесь стало небезопасно. Интенсивное строительство принесло не только позитивные изменения. Жители, привыкшие к уютной загородной жизни, внезапно столкнулись с наплывом новых переселенцев. Однако больше всего старожилов беспокоит соседство с крупнейшим оптовым рынком Фуд-Сити. По официальным данным, здесь работают 20 тысяч человек, большинство из которых – мигранты. Эти же мигранты строят многоэтажные дома в коммунарке и занимаются ремонтом квартир, число которых постоянно растет. Часто они сами же и заселяются в эти квартиры. Дело в том, что недвижимость в новостройках для москвичей в основном является средством для инвестиций. Ее покупают для того, чтобы затем сдавать в аренду. Так появляются так называемые резиновые квартиры, которые мигранты арендуют совместно по 10-15 человек. В таких квартирах антисанитария, тараканы, жалуется молодая мама по имени Леся. Для понимания масштабов проблемы, этой осенью местные жители создали бот для жалоб на такие квартиры. Это произошло после заседания местных чиновников и полиции, на котором обсуждалась профилактика нарушений миграционного законодательства. С помощью этого бота адреса таких мест передаются в Народную дружину и экспертный совет по развитию городской среды. По сообщениям в СМИ, активисты уже провели 25 рейдов по квартирам, еще 17 проверок организовала полиция. В результате 32 иностранца были депортированы, еще 100 получили административные наказания. Тем не менее, мигранты редко сидят в квартирах на месте. После работы на стройке или рынке они выходят на прогулки по окрестностям. Свободное время они привыкли коротать на спортивных и детских площадках, где шумят, дерутся и делают похабные комплименты девушкам. Именно так описывают ситуацию местные жители. А недавно москвичи столкнулись с перспективой соседства с религиозным центром. И это, судя по всему, стало последней каплей. Жители района записали видеообращение к президенту и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, буквально крича о помощи. Согласно имеющейся информации, проект межрелигиозного духовно-просветительского центра, включающего в себя мечеть, синагогу, буддистский храм и церковь христиан Молокан, был подписан еще в 2015 году. Комплекс должен быть возведен всего в паре километров от злосчастного Фуд-Сити. Местные жители опасаются, что посещать его будут не представители коренных народов России, а тысячи гастарбайтеров. Как только мечеть построят, сюда приедет еще больше мигрантов, а их и так уже много. У нас на остановке уже русского языка не слышно. По мнению коренного населения, мечеть рядом с этим мегацентром торговли, как подлить масло в огонь. Местные уверены, что ее открытие лишь увеличит поток гостей, что приведет к еще большей перенаселенности и ухудшению криминогенной обстановки. И что потом? Наши дети будут учиться в переполненных школах, где половина класса не понимает русского языка. А что с больницами? Мы и так ждем по месяцу, чтобы записаться к врачу, говорит местная активистка Марина. Жители коммунарки отчаянно хотят быть услышанными. Учитывая особенности данного проекта, его месторасположение, а также растущее количество приезжих низкоквалифицированных иностранцев, они видят огромные риски. Москвичи ссылаются на недавнее заявление главы следкома о том, что в последние годы наблюдается рост количества преступлений, совершаемых приезжими. Плюс они просят учитывать интересы всех жителей района. Мы – многонациональная страна, но не надо навязывать нам такие глобальные изменения без учета мнений местных жителей. Почему никто не спросил у нас, что мы думаем? Мы что, люди второго сорта? Мы уже боимся выходить вечером на улицу, а если тут еще и мечеть построят, то мигрантов будет столько, что мы станем меньшинством в собственном районе, говорит мужчина в возрасте, который представился Василием Ивановичем. Как говорится, критикуешь – предлагай. Вот и авторы видеообращения озвучили альтернативный вариант. По их мнению, на выделенном под многоконфессиональный центр участке будет лучше построить реабилитационный центр для ветеранов. Они просят президента отменить реализацию текущего проекта и провести новые общественные слушания, чтобы найти наиболее приемлемое решение.
Тем временем ходят слухи, что в Москве ожидается масштабный рейд силовиков по так называемым мигрантским клубам, молельным домам, подпольным мечетям, культурным центрам и так далее. Силовики хотят зачистить эти места вербовки радикалов. Силовики могут подчистую снести подобные учреждения. По информации канала Insider, власти столицы готовятся к серьезной зачистке мигрантских клубов, которые стали центрами притяжения для мигрантов в России. В Москве в настоящее время насчитывается около 300 таких заведений. Официально в них не происходит ничего криминального, люди собираются для обсуждения религиозных вопросов и участия в мастер-классах. Тем не менее, инсайдеры утверждают, что мигрантские клубы стали рассадниками преступности и экстремизма. По словам источника, несмотря на видимое спокойствие встреч, они могут скрывать активную вербовку радикалов и распространение опасных идеологий. Проблема требует кардинального решения уже давно. В России на протяжении нескольких лет люди активно поднимают вопрос о разрастании сети клубов для мигрантов. Эта тема волнует как обычных москвичей, так и представителей властей. В ответ на вопрос о том, что именно проповедуют в молельных домах и подпольных мечетях, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббасов отметил, что не исключены радикальные идеи. Это позволяет предположить, что религиозные власти не всегда способны контролировать деятельность таких учреждений. Кирилл Кабанов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, еще до теракта в Крокусе поднимал тревогу о потенциальной угрозе, исходящей от молельных домов. Он назвал непростительной ошибкой отсутствие активных мер противодействия мигрантским клубам, поскольку там распространяются экстремистские идеи. Также нельзя исключать, что деятельность этих подпольных заведений может быть скоординирована. Это можно сделать довольно просто. Вряд ли кто-то сможет гарантировать, что в мигрантских клубах не формируются определенные модели поведения. В качестве аргумента в поддержку этой версии можно привести результаты рейда силовиков, проведенного в сентябре, во время которого по регионам страны у мигрантов было изъято более 700 единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов. Пока обсуждаются слухи о большой зачистке в Москве, мигрантское лобби не дремлет. Оно продвигает совершенно конкретную идею: имеющиеся сейчас клубы небезопасны, так как не имеют официального статуса и работают подпольно. Лоббисты считают, что России нужны крупные мечети, культурные центры, законные альтернативы нелегальным клубам. Но за этой заботой о безопасности кроется желание под шумок урвать бюджет на строительство и продвинуть свои интересы в столице. Фактически под предлогом улучшения контроля они хотят построить больше мечетей, получить долю от строительства и обеспечить себе влияние на религиозную жизнь мигрантов, считает инсайдер. А вот то, что уже не слухи, это отчет о том, что уже подведены итоги нового, уже второго этапа операции «Нелегал-2024», и стали известны его результаты. На второй этап этой комплексной профилактической операции отводилась неделя. Цель мероприятий – выявление и пресечение каналов незаконной миграции. Кроме того, полиция выявила и другие противоправные действия, которые связаны с незаконной миграцией. Сотрудники ГУ МВД России по Москве выявили свыше 13 тысяч нарушений миграционного законодательства. Свыше 10 тысяч ценных специалистов привлечены к ответственности. Здесь речь идет лишь о тех, кто нарушил правила пребывания в нашей стране, въезда в Россию или задержался дольше разрешенного законом срока. Но были и другие нарушения. Например, выявлено более 600 гастарбайтеров, которые не соблюдали установленный порядок осуществления трудовой деятельности. Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более 2000 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 20 решений о депортации иностранных граждан, депортировано 12, сообщили в ведомстве. Там добавили, что второй этап операции «Нелегал-2024» позволил органам дознания Главного управления МВД России по городу Москва возбудить свыше 400 уголовных дел. Все они касаются организации незаконной миграции. А что насчет этого всего думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!